Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня мы с вами будем подводить итоги прошедшего уже первого квартала 2025 года. Будем говорить о рынке жилой недвижимости, друзья, подумайте только, целой Украины, куда входит 23 крупных областных города-центра, чтобы так, на минутку, да. Все это я постараюсь изложить вам в течение, наверное, 30 минут. То есть мы будем говорить как о краткосрочных процессах длиною в один месяц, так и о тенденциях, что произошло в целом с рынком недвижимости, жилой недвижимости, повторюсь, друзья, Украины за первый квартал 2026 года. Итак, друзья, смотрим подготовленный мною материал, как я люблю говорить, через призму времени и призму цифр. Постараемся совместно с вами разобраться в процессах, которые я наблюдал на рынке жилой недвижимости Украины благодаря статистическим данным, которые мне любезно предоставляет компания Олимп Консалтинг. Итак, друзья, перед вами карта. Начнем мы, друзья, помните, был такой персонаж Шерлок Холмс. И вот его любимый метод исследования был это дедуктивный, то есть он от общего уже переходил к частному. А если наоборот, от частного к общему, это уже будет индуктивный метод. Ну, я надеюсь, вы хорошо помните Шерлока Холмса и помните его метод дедукции. Итак, сейчас перед вами классический дедуктивный метод, который я применил, исследуя рынок недвижимости. То есть это обобщенные данные, мы видим всю картинку всей Украины, и потом будем это декомпозировать по конкретно уже сначала будет у нас региональное деление, потом мы будем говорить уже о конкретных городах, уже индуктивный метод будет применяться. Итак, рассказываю, как пользоваться данной картой. Я думаю, что информация для вас будет полезна. Период сравнения ровно год. Видите, здесь легенда карты. Давайте начнем с легенды карты. Это вот как раз эти обобщенные сводные данные. Период сравнения март 2025 год, март 2026 год. Итак, центральный регион, друзья. Напомню вам, центральный регион, почему он называется центральный, потому что эти города находятся и области в центре Украины. Напомню также вам, во времена Советского Союза русские ученые обосновали методологию деления тогда Большого Советского Союза на экономические территориальные зоны. И Украина была поделена на такие зоны. В этом есть смысл. Почему? Потому что сравнивать развитие, допустим, Луганска с Ужгородом просто нет смысла. Поэтому вот мы сейчас поговорим укрупненно о региональном разрезе. Это центральный регион, куда входит город Киев, город Черкассы, город Кропивницкий и, конечно же, город Винница. Мы видим это все вот в центре. Да, и Житомир, я прошу прощения. Это 5 крупных областных городов центра. На карте они очень прям видно, что с ними, что они в центре находятся. Итак, центральный регион, друзья, показал нам динамику роста плюс 5,53%. То есть индекс также положительный, индекс рынка недвижимости, я потом расскажу, что это такое, единичка, запятая 0,55. Следующий регион, друзья, это западный регион, куда входит 8 крупных областей и, конечно же, крупных областных городов-центров. Это город Луцк, город Ровно, город Хмельницкий, город Черновцы, город Тернополь, город Ивано-Франковск, также город Ужгород и город Львов. Если вы посчитаете, это 8 областей. И на карте мы видим, географическое расположение – это западная часть Украины, поэтому называется западный регион. В целом, друзья, по региону здесь динамика роста в 2 раза больше, чем в центральном регионе. Плюс 10,52% за год выросла жилая недвижимость. Индекс, друзья, положительный, единичка, запятая 105 или 1,05.
Итак, мы смотрим следующее. Причерноморский регион. Следите за указкой, я показываю это все на карте, чтобы вы, в общем-то, могли ориентироваться. Причерноморский регион – это на сегодняшний день три крупных областных города-центра и, конечно же, три крупных областных области, в целом области. В него входят город Одесса, показываю, город Николаев, город Херсон. Ну, данных по Херсону, друзья, у меня они есть, но я их не публикую, потому что там, ну, реально, там беда, война, в общем, там стирает рынок недвижимости с лица земли, что называется. И понятно, что люди там просто бросают, кто хочет уехать, и уезжают. Но информация специально для закрытых источников у меня есть, я иногда ее, так сказать, это самое публикую. Также до войны это был полуостров Крым. Многие не помнят, не знают, это была автономная республика Крым. Еще раз напомню аббревиатуру: автономная республика Крым. То есть там был свой парламент, президент и так далее. Ну, сейчас понятно, что видим, это серая, в общем-то, зона, неподконтрольная в данном случае Украине. Итак, смотрим, что же произошло в Причерноморском регионе. Рост незначительный, подумайте только, это ну, вот конкретно прифронтовой регион. Всего лишь плюс так, 0,41% за год, ну полпроцента. Индекс видим положительный, единичка, запятая 0,04. Но, друзья, обратите внимание, что как себя по-разному ведет рынок недвижимости. Город Николаев – это приграничный, ну, и город, и область. Область частично, кстати, Кимбургская коса – это Николаевская область. Я очень хорошо знаю Николаевскую область, я там прожил достаточно лет. Город Очаков, то есть это как раз напротив Кимбургская коса. Так вот, Кимбургская коса находится, вот здесь она находится под контролем Российской Федерации. То есть можно смело говорить, что Николаевская область – это прифронтовая область, как и город Николаев. И рынок недвижимости, друзья, что здесь за год показал нам снижение минус 3,63%. А вот город Одесса, ну здесь какая-то это самая аномалия. В 2025 году мы это наблюдали. Стоимость квадратного метра стала незначительно, но все-таки расти. Если в Николаевской области, город Николаев, снижение минус 3%, то в Одессе всего лишь также рост 3%. Но в целом по региону мы видим динамика положительная, плюс 0,41%. Дальше, друзья, смотрим северо-восточный регион. Здесь кто бы мог подумать себе, а это ну прям совсем прифронтовые области, напомню вам, сюда входит город Чернигов, Черниговская область, вы помните, да, это Беларусь, это Российская Федерация, немного с Брянской областью, здесь уже Смоленская область идет, погранпереходы, ну, Сумская область, понятно, вся она, не Смоленская, Курская, Брянская, Курская, да, Курская, да, Курская, ну, если не прав, поправите, по-моему, Курская, конечно же, Курская, что-то вылетело из головы. Харьковская область видим, да, и Полтавская область, город Полтава, вот это все у нас северо-восточная часть Украины. Конкретно вот здесь, ну, прифронтовые области, но видим, что северо-восточный регион показал нам динамику роста плюс 3,62% за год. Индекс положительный, индекс рынка недвижимости единичка, запятая 0,36. А следующий, последний, пятый регион, Донецко-Приднепровский регион, друзья. Куда входит, ну, Запорожье многострадальное, да, и город Днепр. Город Донецк, Луганск, ну, мы о них не говорим сейчас. Город Днепр, Днепропетровская область, мы видим, она граничит с Донецкой областью, и на сегодняшний день здесь ведутся активные боевые действия. Запорожская область практически, ну там 15 или 20% осталось под контролем Украины, все остальное занято Российской Федерацией. И, конечно же, мы видим, что в Запорожской области за год снижение, ну в данном случае мы по городу Запорожье говорим, снижение на 3,63%. А вот город Днепр продолжает нам показывать незначительную динамику роста, плюс 3,02%. В итоге мы видим, они сравнялись, как бы за год ничего не произошло. Здесь снизилась на 3%, здесь поднялась стоимость, я имею в виду в Днепре, стоимость поднялась на 3%.
Итак, друзья, рассказал вам сводные данные о том, что произошло в целом по Украине в разрезе 5 крупных регионов. Теперь декомпозируем это все, помните, метод индукции. И уже от общего переходим к частному. Да? Здесь, друзья, или от частного к общему, вот так скорее. Здесь мы будем говорить о стоимости в долларах. Вторичный рынок, напомню вам, продается в долларах исключительно. Ну, не слушайте вы юристов, там, я не знаю, каких-то там, сейчас очень много, кстати, комментируют рынок недвижимости, там юристы, адвокаты, экономисты еще есть тоже. Ну, какого они имеют отношения к рынку, я не знаю, но я совершенно точно знаю, что ни один здравомыслящий человек, который проживает в Украине и продает свою недвижимость, не продает ее за гривны, друзья. Да, в договоре купли-продажи стоит сумма в гривнах указанная. Но фактически люди передают друг другу или доллары, или же евро. Поэтому я привязался к доллару, стоимость квадратного метра. И также на конец марта месяца курс НБО, вот здесь вы видите, да, который медленно и уверенно растет. Так вот, в гривне стоимость квадратного метра растет, ну, как минимум в 3 раза быстрее, чем в долларах, в тех городах, где действительно растет рынок недвижимости. Но об этом попозже, друзья. Сейчас давайте декомпозированные данные. Центральный регион, вы помните, это Киев, Винница, Житомир, Черкасы, Крапивницкий. И что мы здесь видим? Что, конечно же, самая дорогая недвижимость – это город Киев. Это 1057 долларов за квадратный метр. Напомню вам, что мы сейчас говорим о социальном жилье. То есть это самый большой класс, который достался после развала Советского Союза. Порядка 80%, чуть больше, именно этого класса эксплуатируется в Украине. То есть в эти цифры не попадают там элитная недвижимость и всякое разное. Почему? Да потому что на простом примере, что город Крапивницкий, там, извините, друзья, за все время существования Украины как независимого государства практически ничего не строилось. Нет, там строилось немного, настолько немного, что это ну просто как бы об этом говорить смешно. Я имею в виду новое жилье. То есть в основном там тот старый фонд. Старый фонд это то социальное жилье. Напомню вам, что этот социальный фонд или жилье класса социальное перешло нам по наследству после развала Советского Союза. Нам, я имею в виду людям, живущим в Украине. Итак, Киев самый дорогой. Дальше, друзья, давайте сделаем ранжировку. Винница, город, 663 доллара за квадратный метр. За ним идет город Черкасы, 612 долларов за квадратный метр. Следует дальше город Житомир, это 571 доллар за квадратный метр. Ну и, конечно же, город Крапивницкий, о котором я вам говорил. Это бывший Кировоград, он аутсайдером, тут самое недорогое жилье. 534 доллара за квадратный метр. Следующий, друзья, регион, это у нас западный регион. Львов, Черновцы, Ровно, Ужгород, Тернополь, Луцк, Хмельницкий, Ивано-Франковск. Давайте посмотрим, сделаем ранжировку также. И где самое дорогое жилье, а где самое дешевое. Итак, город Львов, 1035 долларов за квадратный метр. Друзья, по классу социальное жилье он уже приблизился к городу Киеву. А если говорить по элитному классу, по бизнес-классу, то он давно, в общем-то, уже перегоняет город Киев. Посмотрите, такого никогда, друзья, не было. Это впервые за почти, ну не за почти, а за 4 года войны, там сколько, 2 месяца, 3 уже прошло. Мы видим, что город Львов догнал, а где-то даже перегнал стоимость квадратного метра в городе Киеве. Следующий дорогой город или жилье дорогое, это, как ни странно, друзья, город Ровно. Почему? Это не приграничная зона, в общем-то, он находится как бы в центре. Ну, дальше мы будем смотреть карту в центре западной части Украины, но стоимость здесь мы видим 811 долларов. С чем это связано, трудно сказать, но я могу сделать предположение, чем знаменит город Ровно или Ровенская область, да, там частично, кстати, и Волынская область, это бурштин, то есть там буквально
копают вручную, причем таким образом, что это, я не знаю, просто издевательство над природой. Поставлено на производство поток янтаря. То есть добывают янтарь, перепахивают там гектары лесной леса, да, убивая все, что растет. Возможно, с этим связано. Я предполагаю, друзья. Ну, кто, может, знает или предполагает так же, как я, напишите, пожалуйста, мне будет интересно. Дальше идет по стоимости город Черновцы. Ну, город Черновцы – это самая маленькая область в Украине. И город Черновцы, в общем-то, ну, находится это все на границе, рядом на границе. Именно с этим связана высокая стоимость квадратного метра. За городом Черновцы мы видим, город идет Луцк. Город Луцк также это на границе, даже с Российской Федерацией на границе, но частично город Луцк, там тоже копают вот эти товарищи, друзья, бурштин, причем копают, их кто-то крышует, потому что не женщины же это копают, копают мужчины, кто-то кого-то на фронт забирает, а кто-то там продолжает в лесах сидеть и копать этот бурштин. Дальше, друзья, смотрим, после Луцка у нас идет по стоимости квадратного метра город Тернополь. 779 долларов, но он находится, так сказать, ближе в центре западной части Украины. За ним идет город Ужгород, это приграничный город, и Ужгородская область приграничная. Почему здесь стоимость, в общем-то, уступает тем же Черновцам? Ну, сложно сказать, да, но это, в общем-то, мы видим по цифрам, что уступает. И дальше идет у нас город Ивано-Франковск, 751 доллар, и город Хмельницкий, также 740 долларов за квадратный метр. То есть город Хмельницкий самый, так сказать, бюджетный город для приобретения жилья. До этого был город Ивано-Франковск, но сейчас я просто удивляюсь, смотрю, там стоимость квадратного метра растет и просто растет какими-то сумасшедшими темпами. Ну, Ивано-Франковская область, это также, напомню вам, что там частично она граничит западной, ну, на западе она есть граничный переход, или приграничный, наверное, да, да, так, наверное. Итак, переходим, друзья, к многострадальному причерноморскому региону. Город Одесса, 732 доллара за квадратный метр. Николаев, 478 долларов за квадратный метр. Очень сильный разрыв, прямо видим, очень-очень. Если по Западной Украине, тут в 5 городах практически, что идет, ну, одинаково, там небольшая разница по стоимости, то здесь прям, ну, очень сильно отличается. Дальше, друзья, северо-восточная часть Украины, которая удивила в 2025 году, мы видим, что на первом месте, и вот здесь внимание, друзья, впервые в 2025-2026 году, вернее, мы увидели, что город Полтава стала дороже, чем город Харьков. Город Харьков, напомню, миллионник, и он всегда был очень дорогой, особенно перед войной. Ну, там просто строилось. Любой пятачок земли застраивался, при этом он продавался, недвижимость, которая еще была не построена. Риэлторы хлопали в ладоши и говорили, что первичный рынок – это, так сказать, очень хорошо. Это инвестиции, ваше будущее, но видите, как все повернулось. Итак, мы видим, что на втором месте уже город Харьков, на первом Полтава. Но Полтава, она ближе к центральной части Украины, более спокойная, поэтому она дороже. Следующим мы видим Чернигов, 497 долларов за квадратный метр. Ну и 462 доллара город Сумы. Город Сумы, друзья, напомним, что уже на территории Сумской области идут активные боевые действия. Как, собственно говоря, по-моему, и на Черниговской. Черниговское направление, там Северная армия, по-моему, формируется, и уже там какие-то ДРГ заходят частично на приграничные села. Дальше, друзья, мы переходим к Донецко-Приднепровскому региону. Естественно, город Днепр, бывший Днепропетровск, 546 долларов, и город Запорожье, 425 долларов за квадратный метр. Друзья, переходим, наверное, к самому интересному слайду.
Мы будем сравнивать, а что же произошло в течение года и где наибольше всего подешевела недвижимость в Украине, а где она подорожала. Перед вами карта, сравнительная такая таблица. Здесь мы будем сравнивать, опять же будем по регионам сравнивать март 2025 год с мартом 2026 годом, ну уже в процентном соотношении. Что произошло? Итак, 5 крупных областных городов-центров: Киев, Винница, Житомир, Черкассы, Крапивницкий. Смотрим, что произошло. Наибольше всего, друзья, подорожала недвижимость город Черкассы. Видим на 9,68%. Ну, скорее всего, это, друзья, связано, это такая центральная часть центральной Украины, как масло масляное, да, так и здесь это звучит. И там наиболее, я так предполагаю, спокойно. Вот даже по сводкам, куда что прилетает, здесь достаточно, нет, тоже прилетает, конечно, но здесь гораздо меньше. Возможно, с этим связаны миграционные потоки, нацелились именно в город Черкассы. И по стоимости, смотрите, она недорогая недвижимость, достаточно бюджетна, соответственно, и аренда тоже бюджетная по отношению с городом, допустим, тем же Киевом. Итак, следующее место, рост 7%, город Крапивницкий, видим, да? Город Крапивницкий показал нам, ну, округлим, 7% роста. Следующий, на третьем месте у нас город Житомир, 6,73% за год стоимость подорожала. И, так сказать, уже аутсайдеры, но это самая дорогая недвижимость, естественно, она дешевеет, вернее, дорожает меньшими темпами. 5,91% город Винница, и город Киев показал нам в 2025 году, это четвертый год, рост 1,73%. Переходим к западному региону, друзья. Напомню, Львов, Черновцы, Ровно, Ужгород, Тернополь, Луцк, Хмельницкий, Ивано-Франковск. А вот здесь динамика роста, друзья, посерьезнее. И вы это видите, в цифрах выражается. Давайте начнем. Абсолютный лидер – это у нас город Луцк, Волынская область. Недвижимость подорожала на 12,92%. За городом Луцком идет город Ивано-Франковск. Вот я не знаю, почему Ивано-Франковск, он реально стал, даже обогнал город Хмельницк, хотя он там самое было недооцененное жилье, наверное, да. И вот сейчас мы видим, это 12,43% роста в годовом измерении. Дальше, друзья, смотрим. У нас Хмельницкий, да, город Хмельницкий вырос на 11,79% вместе с городом Ужгородом. Здесь тоже рост 11,78%. Дальше мы видим, что Тернополь показал рост 11,13%. Ну и заключение мы видим, что, друзья, видим, что город Ровно показал нам, ну, если вы обратите внимание, тройка самых дорогой недвижимости. Это Ровно, Черновцы и Львов. Соответственно, и дорожает она чуть меньшими темпами. Итак, город Ровно показал рост 9,45%. Город Черновцы показал 8,33% за месяц. Ну а город Львов показал, друзья, нам рост всего лишь 7,70%. Ну вот если вы посмотрите, город Крапивницкий примерно на 7% также подорожал. Но опять нельзя сравнивать несравнимые населенные пункты, и именно поэтому их я и объединил по территориально-экономическим зонам. То есть это правильный подход для того, чтобы мы сравнивали сравнимые, так сказать, населенные пункты по экономике, по населению, ну и так далее, и по географии самое главное. Дальше, друзья, Причерноморский регион. Мы видим, что город Одесса подорожала с какого перепугу, не знаю, друзья, 3,24%. Друзья одесситы, напишите, с чем это связано. Только, мне кажется, вот эта версия ваша, что ТЦК грабят народ, а это правда. Очень сильно, так сказать, прослойка живодеров появилась, которые и позволяют себе, так сказать, влиять на рынок недвижимости, так как в нашем
в наше время инструментов для сохранения или для инвестиций никаких нет, а вот эти кровавые деньги, мне пишут, по крайней мере, вкладываются в рынок недвижимости. Не знаю, насколько это правда, неправда, но с учетом, что ТЦКшников у нас всего 50 тысяч, ну это официальная статистика, то я не думаю, что эти 50 тысяч разгоняют рынок недвижимости в городе Одесса, тем более это не 50, а гораздо меньше. Но напишите, ваше предположение будет интересно. Вот город Николаев показывает нам снижение минус 3,63%. Прифронтовая область, напомню, Кимбургская коса, находится под контролем Российской Федерации. Я жил в городе Очакове, я очень хорошо знаю эту местность. Ее буквально вот на катере переезжали и загорали, ну, в свое время, это до войны, даже не просто до войны, это было давно. Мне тогда лет 30, наверное, было, 60 сейчас, то есть 30 лет назад, представляете? Где я только не жил, где я только не был, как в том анекдоте, да. Но в такой заднице, как сейчас оказалась страна, в которой я жил последние 30 лет, я такого не помню. Итак, друзья, следующий регион – северо-восточный регион. Здесь очень все непросто, и видим, что больше всего подорожала Полтава. Напомню вам, что Полтава по стоимости стала дороже квадратного метра, чем город Харьков. На втором месте город Харьков, на 4,80% подорожала недвижимость. Дальше мы видим Чернигов с какого-то перепугу, также подорожал на 4,41%. Ну и город Сумы, вот мне кажется, единственный город ведет себя в данном регионе абсолютно адекватно. На территории Сумской области боевые действия и стоимость квадратного метра, что, друзья, снизилась за год минус 0,65%. Хотя Николаевская область, только что говорили, та же самая история, но здесь даже уже 4% практически снижение, а здесь всего лишь 0,65%. Следующий регион, Донецко-Приднепровский регион, видим здесь рост в городе Днепр 3,02% и снижение также в Запорожской области, от которой под контролем Украины осталось там или 16%, ну что-то возле этого. Кто знает лучше, можете написать, буду ссылаться на вас. Сколько территорий осталось в Запорожской области под контролем Украины. Ну, ссылки на официальные, может, какие-то эти самые есть, хотя вряд ли такие ссылки где-то вы найдете. Но минус 3,63%. Итак, друзья, очень подробно смотрите, как мы прошли по целому по Украине. Давайте подведем итоги, потому что любая работа, тем более исследование, оно требует что? Выводов. Выводы мы сейчас с вами сделаем. Это так тезисно проговорим, тенденции уже понимаем. Итак, опять же, начнем с центрального региона. Друзья, хочу напомнить вам, что город Киев в 2025 году показывал динамику снижения, вернее роста. И уже 3 месяца, январь, февраль, март, показывает динамику снижения. Но здесь мы видим год к году, здесь еще положительная динамика. Я все-таки думаю, что во втором квартале, это первое полугодие, вот в городе Киеве мы увидим снижение, возможно, минус 0,5%, может быть, останется вот это плюс 0,5, но динамика, вот эта затухающая динамика, то есть мы уже не видим роста, мы видим 3 месяца 2026 года, как медленно снижается стоимость квадратного метра. Запомните, Киев, Киевская область. Дальше, друзья, город Житомир. Город Житомир продолжает показывать положительную динамику роста, но уже не по 1% дорожает недвижимость, а где-то там по 0,5%. То есть затухающая динамика роста рано или поздно приведет к чему? К тому, что мы увидим тенденции снижения, возможно, за вот эти ну, второй квартал, это 3 месяца, напомню, мы здесь увидим снижение минус, ну, может быть, 2,5%, то есть, подводя итоги уже первого полугодия, здесь будет рост в годовом измерении, может быть, 4% всего лишь. Город Винница, та же самая ситуация, друзья. Предполагаю, что где-то 3% роста будет сравнивать, когда мы будем с вами июнь 2026 года с июнем 2025, то есть за второй квартал или за полугодие первого. Да? Здесь мы увидим
динамику снижения по 0,5% тоже каждый месяц. Итак, город Черкассы будет показывать тоже незначительную динамику снижения по 0,5%. Город Крапивницкий не исключение, друзья. Мы будем видеть снижение в месяц по 0,5%, по 1%. То есть в целом будем наблюдать в первое полугодие, все-таки динамика будет положительная. Почему? Потому что, ну, вы же видите, 9% роста в течение года. То есть Черкассы, то есть, показывают феноменальный рост стоимости. Переходя к западной части, друзья, здесь по каждому не будем городу идти. Я вам скажу, что здесь будет продолжаться динамика роста, незначительная, по 0,5%. То есть вот где-то 1,5–2% в годовом измерении добавится к вот этим процентам, которые мы тут видим. Да? То есть тут динамика будет продолжать расти. Дальше, друзья, вот Одесса и Николаев. Здесь, друзья, для меня очевидно, что Николаев будет показывать дальше снижение по 0,5%, может по проценту в месяц. Город Одесса уже 3 месяца показывает снижение. Здесь я так думаю, что мы увидим динамику снижения за второй квартал где-то 2%, то есть по итогу первого полугодия будет плюс 1%. Динамика еще сохраняется положительного роста. Но тенденции для меня уже здесь очевидны. Дальше. Город Днепр и город Запорожье. Город Днепр, друзья, тоже показывает снижение уже 3 квартала. Кто смотрит мои ежемесячные обзоры рынка недвижимости, поэтому я предполагаю, что первого полугодия тоже где-то минус 2% будет снижение. И в итоге мы увидим первого полугодия показывать, будет нам еще положительную динамику роста плюс 1%. Город Запорожье будет продолжать снижаться, друзья. Также по 0,5% в месяц, а может быть по 1%. Все будет зависеть, насколько близко будут подходить к Запорожью российские войска. А следующие, друзья, город Харьков уже показывает 3 месяца снижения стоимости квадратного метра. Будем наблюдать динамику снижения еще 3, ну вот этот второй квартал, да. Город Полтава будет продолжать показывать динамику роста, потому что в этот город съезжаются миграционные потоки, сходятся из прифронтовых городов. Город Сумы будет продолжать показывать динамику снижения, я думаю, что по 0,5%, по проценту в месяц, в зависимости, как будет двигаться линия фронта. И вот тут, внимание, друзья, город Чернигов, он продолжает показывать динамику роста, но я просто не сомневаюсь, друзья, что с учетом того, что сформированный восточный, не восточный, северный, по-моему, армия называется, Северный фронт, и уже вот здесь в приграничных деревнях заходят ДРГ, то есть Черниговская область – это область, которая максимально приближена к городу Киеву, расстояние вот здесь, где-то от перехода, 210 километров до города Киева. Я просто не сомневаюсь, что вот эта буферная зона, которую в Харьковской области, в Сумской, будет также в Черниговской области, то есть Черниговская область будет подвергаться серьезным, ну, то есть боевым действиям. Война зайдет на Черниговскую область. И, соответственно, стоимость квадратного метра будет, друзья, снижаться. Но это всего лишь мое предположение. Итак, очень подробно рассказал вам, друзья, о том, что было, что есть и что произойдет на рынке жилой недвижимости Украины. Друзья, пришло время прощаться для того, чтобы вы знали, что происходит на рынке недвижимости Украины. Не только я по острову Кипр записываю достаточно много видео, где, собственно, сейчас я нахожусь. Так вот, друзья, пишите мне вопросы, я отвечу. Подписывайтесь обязательно, это важно очень для того, чтобы данное видео могли смотреть больше людей. Ну, говорят, так работают эти самые алгоритмы YouTube. Не знаю, не проверял, но повторяю то, что говорят все эти говорящие головы, которые называются YouTube-блогерами, да. Ну и что, друзья? Ну, пожалуй, все. Пришло время прощаться. Вы должны помнить, что я ваш скромный слуга и компания Олимп Консалтинг готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я надеюсь, станут для вас компасом или же картой в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.